Когда к нам обратился заказчик построить печь, он еще даже не знал, что ему нужно и как это должно выглядеть, из каких материалов это должно было сделать. Даже он не понимал, какой должен быть у него функционал. Реализован уникальный проект. Само строение, конечно, сдавало нам определенные размеры. Изначально он хотел просто камин, потом идея пришла на другой стенке построить барбекю комплекс. Был простой вариант, чтобы сделать сначала мангал. Желание увеличивалось и приняли решение, что необходимо сделать полноценный. Не сказать, что проект совсем простой. Простых проектов не бывает. И тогда уже архитектура мешалась и сделали нужный вариант строительства. Уникальность данного проекта заключается в комбинировании русской печи с казаном. Очень удобная комбинация, экономия пространства в этом проекте необходимо было предусмотреть, поэтому и скомпоновали вот таким образом. Напротив печного комплекса запланировали угловой классический камин из кирпича. Да, его это устроило, они начали проектироваться, обсудили все нужные условия для проекта, определились с материалами, там уже включились дизайнеры. Дизайн печи выбирала заказчица, сам заказчик сказал, что это лучше сделает его супруга, и они долго с нашим дизайнером обсуждали материал. Нам нужно было определиться со стилем и подобрать соответствующий материал для облицовки. Клиент хотел построить все в темных тонах, чтобы смотрелось брутально и сочеталось с их интерьером. Поэтому для печного комплекса мы подобрали травертин в серых тонах, добавили контраста с помощью гранита и кованых изделий, а для облицовки камина использовали черный сланец. Облицовка подбиралась индивидуально. Очень много было дополнений, изменений по проекту. Дополнительные кованые элементы были индивидуально разработаны под этот камин. Интересно получилось само решение и в проекте, и в реализации. Тем самым мы достигли нужного результата и полностью реализовали фантазии заказчика в жизнь. Выбирали из множества вариантов и пришли именно к этому цвету, к этому материалу. Он явно вписался в их общую концепцию дома, и это дало такую приятную атмосферу. Для организации работ были закреплены менеджеры, которые четко понимают, что необходимо делать. Перед началом строительства мы встретились с заказчиком на объекте для обсуждения организационных моментов. Отметка чистого пола, электричество, вода, свет. Договориться с проживанием, решить ряд вопросов с материалами по доставке и так далее. Это очень нужно организовывать заранее, чтобы не было форс-мажорных ситуаций. Хотя даже в этом случае, я помню, на этом объекте даже были сложности по поводу доставки. Там как-то кран не помещался. Проживание мы организовали посредством собственного фургона. После достижения всех договоренностей на складе приступили к сборке материалов. Был составлен график завоза материалов. При первой поставке на объект возникла проблема. Фура из-за габаритов не смогла подъехать непосредственно к пятну застройки. Оперативно был найден манипулятор, и уже им перегружали кирпич и перевозили непосредственно на объект. Но в целом все справились. Менеджер следит, контролирует печников, он четко знает, что нужно отслеживать, какие узлы, потому что объект не очень простой, и здесь надо было четко понимать, где можно делать легкие отступления, а где четко надо соблюдать проект. Бригада печников приступила к строительству. Я, в свою очередь, снабжал бригаду расходными материалами и осуществлял контроль. Контроль включал в себя исключение отклонения печниками от проекта, контроль уровней и размеров, контроль соблюдения технологических нюансов. Дымоход был спроектирован таким образом, что он проходит частично под подом русской печи и переходит в карман между двумя стенками около мангала, а потом уже подсоединяется к общему дымоходу. Дымоход проходит несколько слоев кровли с отступом пожарной безопасности, все по СНИПам, по ГОСТам,
все наши проекты соответствуют пожарным нормативам. После окончания чернового этапа строительства и принятия заказчиком решения по поводу облицовочных материалов приступили к облицовке печного комплекса. На этапе облицовки также занимался контролем всех этапов, отвечающих стандартам качества компании. Приступили к облицовочным работам. Здесь же также разные бригады, разные люди. Каждый выполняет свою задачу. Кто-то режет гранит, кто-то укладывает травертин. И вот здесь менеджер включается тоже по полной программе. Он отслеживает этапы работы, подвозит своевременно те или иные материалы, которые необходимы. Он полностью контролирует данный объект. Это очень упрощает и ускоряет процесс строительства. После завершения облицовки приступили к заключительной части, фурнитуре. Были сняты все размеры, в нашем цеху все было изготовлено, после чего монтажник произвел монтаж на объекте. По итогу получили все, что было запланировано по строительству. КПД от этой печи можно даже использовать на отопление. Кухня, каминный зал, барбекю зона. Очень удобная, просторная получилась. Никогда не нужно жалеть пространство, что кажется, допустим, 6×4 этого достаточно. Это далеко не так. Нужно всегда планировать, чтобы везде было всегда комфортно. Не нужно зажимать. Печи имеют свой размер, объем свой забирают, как в помещении, так и воздуха. Считаю, конечно, что реализация подобных проектов невозможна без привлечения большого количества людей, где каждый отвечает за свой участок работы. Можно реализовать абсолютно любой проект. Самое главное, нам задачу нужно поставить, а мы ее решим. Только при слаженной работе коллектива мы достигаем такого хорошего результата. Но нам еще есть куда расти. И будем улучшать наши объекты еще больше и больше, и лучше, и лучше.